Андрей, ну вы, насколько я знаю, недавно участвовали в конференции, посвященной Приднестровскому конфликту. Расскажите, пожалуйста, к какому мнению пришли эксперты, и возможен ли тот вариант, что сценарии, придуманные для решения этого конфликта, могут быть использованы для решения, предположим, Нагорно-Карабахского противостояния? Добрый вечер, спасибо за возможность выступить. Значит, сразу скажу, что в Приднестровье недавно я побывал, в принципе, в первый раз в жизни на таком серьезном мероприятии, и поэтому мои, в общем-то, первые впечатления – это, скорее всего, срез впечатление человека, который никогда не занимался серьезно приднестровской темой, значит, не углублялся в ее, а, в общем-то, был с ней знаком достаточно поверхностно, в основном по сообщениям наших СМИ, то есть, какой-то, может быть, небольшой, не очень квалифицированный кабинетный анализ, но и не более того. Значит, побывав в Тирасполе на конференции, которая была проведена Государственным университетом Приднестровья имени Шевченко и совместно с Российским институтом стратегических исследований при президенте, я могу сказать, что, в принципе, это мероприятие было очень высокого уровня именно по своему содержанию и представительности. Что касается содержания самой конференции, то, в общем-то, те моменты, которые, прежде всего, обратились внимание, что, в принципе, то, что происходит сейчас в отношении румынской политики в Восточном векторе, по большому счету, ничего нового не является. То есть, грубо говоря, результаты Первой мировой войны, с которыми вышла Румыния, став, допустим, государством, которое в 2 раза по своей территории было больше, чем в начале войны, показывает о том, что, не обладая на тот период необходимыми политическими, экономическими, военными ресурсами, в принципе, Румыния это не смогла удержать это государство, а от расширения ее территории, грубо говоря, самому румынскому народу, жить лучше-то не стало. Не говоря уже о народе молдавском, который, в принципе, рассматривался именно в качестве не предмета, а не субъекта развития. Где-то примерно параллели происходит и сейчас, то есть мы, в общем, наслышаны о достаточно наступательной, я избегаю слова агрессивной, то есть она наступательной с точки зрения национальных интересов самой Румынии политики, она, в общем-то, с их точки зрения является обоснованной, но не все так однозначно. Прежде всего, нужно сказать, что Румыния, как государство достаточно малое по своей территории, по своим ресурсам, то есть восточноевропейское государство, в принципе, очень хорошо научилось извлекать пользу из своего членства в НАТО, из своего членства в ЕС. Фактически Румыния стала проводником, прежде всего, американской политики в регионе, и в том числе политики, которые адресованы уже и в адрес представителей Старой Европы. В этом плане где-то даже Румыния потеснила в своей роли Польшу и где-то даже Украину, которые на определенных отрезках своей современной истории, в общем-то, видели себя именно в этой роли. Но насколько большая Румыния нужна нынешнему Евросоюзу, это большой-большой вопрос. Насколько Румыния, государство, которое, в общем-то, не имеет по своему периметру нормальных взаимоотношений с соседями, у них тоже очень много проблем, и о них нужно знать, на конференции об этом говорилось. Это тоже большой вопрос, и то, в общем-то, скажем так, точка, что вопрос, она перекликается с точкой, допустим, о том, что звучал тезис о необратимости, якобы необратимости поглощения Молдовы Румынии. Я считаю, что это вопрос еще неоднозначного характера, хотя, в общем-то, понятно, статистика, графики, это было все представлено, все наглядно, все хорошо. В средствах массовых прозвучала информация такая достаточно яркий тезис о том, что российское присутствие в Молдавии и по сравнению с Румынией это в соотношении 1 к 100. Если брать в некоторых цифрах, то есть количество, допустим, совместных предприятий, может быть, квот, которые выделяет правительство Румынии для граждан Молдовы, для молодежи, прежде всего, которая желает обучаться в румынских вузах, в принципе, статистика говорит но однозначно не все же измеряется сугубо цифрами. Есть масса других вещей, которые, в общем-то, не подвергаются какому-то количественному анализу. Но нужно тоже понимать, что, как бы ни говорили эта расхожая фраза о необратимости данного процесса, нужно четко понимать, что в самом молдавском обществе существует как бы 2 крыла такого направления культурологических, то есть румынизм и молдавинизм. И, в общем-то, взаимоотношения между ними отнюдь еще не являются до конца установленными и так далее.
И, в общем-то, с другой стороны, то, что касается вопросов восприятия Приднестровья в Российской Федерации, ну, вот, опять же, на уровне обывателей, каким я, в общем-то, туда приехал, ну, Румыния, Приднестровье вроде кажется такой малозначительной узкой полоской, да, такой расхожий термин, осколок бывшего Советского Союза, большой территории. Вот. А на самом деле Румыния, все Приднестровье это не осколок, это кристалл, который имеет перспективу роста. И с этой точки зрения, на что я еще особенно обратил внимание, это, в общем-то, какой-то достаточно информационный, достаточно мощный впрыск по поводу того, что Приднестровье в рамках объединенной Молдавии могло бы стать неким якорем от ее поглощения с Румынией. На мой взгляд, это немножко достаточно серьезное заблуждение, потому что Приднестровье не может стать якорем в случае объединения с Молдовой в единое государство. Этот вопрос напрямую связан с вопросом, который, в общем-то, более затрагивает российские стороны, это о статусе и присутствии российских миротворцев на разграничительной полосе. Так вот, этот тезис мне абсолютно не понравился, потому что я считаю, что настоящим якорем, который препятствовал бы поглощение Молдовы с Румынией, это является именно та часть молдавской, прежде всего, элиты, которая понимает, имея уже исторический опыт совместного проживания в большом государстве, имеет прекрасно наглядный опыт своего статуса в этом государстве. И это часть молдавского общества, которое однозначно не хочет потерять власть, однозначно не хочет потерять свои бизнес-интересы, однозначно не хочет быть растворенной в общей массе и, грубо говоря, стать людьми второго сорта. И в этом плане я считаю, что, опять же, возвращаясь к именно подходам Румынии с точки зрения своих национальных интересов, они очень правильно делают. То есть они основной упор делают на молодежь, которая не имеет советского опыта, которая не знает общую историю и которая, в общем-то, находится на выборе своего дальнейшего пути. И, к сожалению, вопросы, скажем так, евроинтеграции, они, в общем-то, очень часто подменяются над вопросами евроатлантизма и так далее. Ну, если коротко. Ну, а с проекцией на Нагорный Карабах? Вы знаете, мне кажется, кроме того, что Приднестровье и Нагорный Карабах являются непризнанными государствами, это абсолютно разные вещи, и, мне кажется, не существует, и не стоит искать каких-то единых стандартов, единых алгоритмов, которые могли бы быть применены и к этой территории, и к этому вопросу. В этой связи, мне кажется, что каждая эта проблема требует отдельного, очень глубокого изучение, именно изучение не с точки зрения обывателей, а изучение хотя бы на том уровне экспертов российских, прежде всего, который был представлен на мероприятии, на котором, в общем-то, мне посчастливилось побывать. Андрей, а вот если отойти от обычной политики, высоких личностях и спуститься к обычным людям, скажите, пожалуйста, какие отношения между гражданами, проживающими на территории Приднестровья и Румынии? Есть ли между Молдова, есть ли между ними такое противостояние, как в случае с Нагорным Вы знаете, Карабахом? скажем так, события 92 года, они не стерлись с памяти людей, которые живут в Приднестровье. И в этом плане роль Румынии для них тоже очень четко понятна. То есть они считают Румынию то есть события 92 года они считают одним из результатов достаточно наступательной, агрессивной политики именно Румынии. То есть они видят в этих событиях внешний фактор, и этот внешний фактор однозначно персонализирован. Хотя, опять же, я подчеркиваю, что на той конференции это не звучало. Это звучало, то есть, скажем так, в ходе общения с теми же простыми людьми и так далее. Другой момент, который меня поразил, это многонациональный уклад этого Приднестровья, то есть этого, как говорится, кристалла. Там живут и русские, и молдаване, и украинцы, и они абсолютно искренне считают себя приднестровцами. И я считаю, что это очень ключевой момент в понимании вообще взаимоотношений между этими двумя государственными образованиями.